Я приветствую всех зрителей моего канала. Это видео открывает прохождение игры GreedFall. Ну, как перевести это на русский, я даже не знаю. В данном случае это такое вот словосочетание, но это как-то падение в жадность, но это как-то не по-русски. Вот, ну не знаю, приступ жадности, что ли. Ну, как-то так, в общем, сейчас не буду думать над литературным переводом названия этой игры. Вот, скажу, что игра выполнена в стиле одной из любимейших мной эпох. Это эпоха Ренессанса, то есть где-то 15-16 век. Вот. Ну, это вот камзолы, фетровые шляпы с перьями, и без тоже. Вот. Шпаги, сабли, мушкеты. Вот. Пираты. Ну и все такое прочее. Но игра, конечно, не про пиратов. Ну, вот. Хотя было бы неплохо. Вот. Но выполнена она в стиле Ренессанса. Но, тем не менее, игра не имеет никакого исторического контекста. Хотя некоторые параллели с историческими событиями все-таки есть. Они, правда, здесь называются по-другому, но, что называется, связи, так сказать, не связи, а как-то, но параллели прослеживаются. Вот, ну это я здесь немножко поиграл. Ну да, кстати, вот игра новая. Вышла 10 сентября этого года. Вот. И как бы вот, я здесь немножко поиграл, погонял, посмотрел, что это за игра. Ну, сейчас я, конечно, не начну новую игру. Вот, выбираю высокую сложность. В этом режиме врагов больше, они ведут себя агрессивнее и наносят больше урона. Подходит игрокам, которые готовы тщательно изучать технику фехтования и продуманно развивать персонажа. Ну, продуманно развивать персонажа — это вообще такая вещь. Ну, потому что всегда хочется попробовать и вот этот навык, и тот, и этот, и здесь этот вроде нужен, и там тоже нужен, а здесь, ну, поскольку я уже говорил, я уже не успел немножко поиграть. В принципе, это потом вот. И вы тоже, зрители, это вы увидите. Здесь так вообще очков дается при повышении уровня просто самый минимум. А навыки нужны как бы что-то не все. И это хочется, и то нужно. Вот, поэтому здесь продумано. Насчет продуманно развивать персонажа весьма сложно. Игра на русском, как можно видеть. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There! Now, hold the pose. Ну, конечно, так сказать, озвучка, конечно, осталась на английской. Перевести ее не перевели, но, по крайней мере, есть сама игра на русском и есть субтитры. Так, здесь можно просто вот выбрать либо женщину, либо мужчину. Ну и готовы варианты физиономии, так сказать, внешности. Вот такого можно, чтобы долго здесь не рассусоливать. Но жалко, здесь нельзя, можно изменить внешний вид персонажа. Вот. Дать ему, так сказать, короче, переименовать его нельзя. Ну что здесь еще можно? Вот, в принципе, так вот можно оставить.
какая-то татуировка здесь. Ну, надо сказать, что игра выполнена достаточно красиво, хотя, конечно, небольшие такие, ну, не знаю, ляпы все-таки имеются. Так, а это что такое? А это весы. Угу. Ладно. Так, перейти к другому этапу. Здесь я вроде закончил, сюда брови. На лице ничего не буду менять. А то сейчас создам какого-нибудь уродца, потом буду, что называется, сам недоволен результатом. Так, ну я выберу инженера. Вот. За мага я вот играю то, что вот игру, то, что вот я там начал. Собственно говоря, без записи. Воина брать как-то, ну, банально. Везде воин, во всех играх есть воин. Уже 1000 раз и 1000 игр переиграны за воина. Но вот маг это такой вот класс, скажем, ну не то что необычный, но он все-таки немножко в сторону уходит от обычности. Ну а инженер это вообще не, так сказать, необычно. Ну и начальные навыки инженера: стихийная ловушка, огнестрельное оружие, одноручное оружие. Меткость, ловкость, рекомендованные характеристики, рекомендованные таланты, наука и взлом. Взлом здесь нужен, потому что здесь даже вот на первой локации есть достаточно мест, которые нужно будет взламывать. Ну и наука, кстати, тоже хороший талант. Дальше. Ну вот, здесь характеристики, что там нужно было. Ловкость, сила. Духовная сила точно мне не нужна. Ну, для этого класса пока. Значит, берем силу. И вот, кстати, что я вот говорил про распределение очков, про продуманное развитие персонажа. У меня всего 1 очко для распределения вот характеристик. Также и для навыков, то есть для тех же талантов. Здесь это называется. То же самое. А на некоторые навыки нужно не по 1 очку, а там по 2, а то и по 3. Так что здесь нужно как-то выбирать какую-то золотую середину. Вот. Ловкость. Ну, я, наверное, выберу ловкость. Все. Очки, доступные для характеристик, закончились. Дальше. Теперь таланты. Ну, то бишь навыки. Здесь есть наука, взлом и интуиция. Облегчает обнаружение мест с ресурсами. Ну вот здесь опять же вот можно видеть 1 очко. Так, ну я возьму, конечно, взлом. Все, начинаем игру. Поехали. Блин, создать, да. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Ptolemy and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going.
My lord, please, I beg you. Her Highness has personally requested I finish this. Thank you, cousin, for getting me out of that. Компас. Компас находится в верхней части экрана по центру. На нем отмечено направление на важные объекты и цели активного задания. Звездочка — основное задание, кружочек — дополнительное задание. Понятно, да? Вот сверху то, что вот попрощаться с матерью. Вот здесь он вот так вот бегает изначально, но если начинать игру вот, то есть первый раз включить игру, то, конечно, это неизвестно, потому что почему-то сразу это не говорится. Но поскольку я уже поиграл, я знаю, что если нажать кнопочку Z, он будет просто по-нормальному ходить. Вот так вот. И вот. Смотрите, это выполнено здесь все это вот. Такие вот загрязненные перила. В принципе, выполнено очень даже неплохо. Ну вот. А здесь какие-то вот листы лежат, вот костюмы. Вот на мужике это что там? Кераса, наверное, что ли? Да, кераса. Шляпа такая фетровая. Меч. Вот женский костюм. Даже звук такой, как от кераса, такой металлический. Так. Вот здесь плохо видно. Вот так вот, вот здесь вот. Если тоже вот такой вот. Солдат стоит с топором. Ну, костюмы выполнены тоже весьма добротно. Вообще, вот обстановка, вот уже сейчас среды в игре сделана, на мой взгляд. Ну, в принципе, на отлично. Есть, конечно, некоторые такие нюансы. Вот. В основном графические такие. Но, опять же, вот, обращаю внимание, что, вот, допустим, вот это вот, вот эта вот хрень, типа, как это называется-то, блин. Ну, в общем, вот эта вот синяя хрень, тряпка это, типа знамени, да, это, она вот похожа, да, на французскую, то есть синий фон и вот такие вот, ну, здесь какие-то узоры, но они похожи на лилии, ну, вот как на французском флаге тех времен как раз. Хотя костюмы выполнены скорее в таком испанском, что ли, стиле. Вот. То есть вот можно видеть, солдаты здесь ходят, такие тоже вот лестницы потертые. Hey! Green blood! Kurt. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your gold. Oh, enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Ha! Kurt! I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! Еще не ожидал такого, да?
это... Ну чего? Так, ладно. Вы потеряли много здоровья. Чтобы поместить нужное зелье в ячейку быстрого доступа, нажмите Tab пробел и откройте меню тактической паузы. То есть либо Tab, либо пробел. Понятно. Угу, вот зелье. Тактическая пауза. Позволяет остановить игру и не спеша выбрать следующее действие. Можно применять заклинания, навыки и зелья из появившегося меню, а также помещать их в ячейки быстрого доступа. В бою пауза позволяет получить больше информации о врагах. Вот зелье. То есть навести... Q надо нажать Q. И теперь кнопку, которая будет за зелье отвечать. Допустим, это будет 1 кнопка. 3 зелья у меня. Блин, куда ты стреляешь-то, елки-палки? Да ладно, снова успокойся. Восстановить здоровье. Ну ладно, давай. You defend yourself well, Greenblood. One might think you had a proper master of arms. The best. You already training for your new post of legate? Don't tire yourself. Flattery'll get you nowhere. But for the fight, you have remembered your basics. Your performance just got you out of a final lesson. Unless you want to go through the paces again before we depart. Так, ну если основа будет то, что вот я только что видел, то, в общем-то, No, thanks all the same. I've quite a few tasks to check off my list before we depart. And here you are already assuming your political functions. And in a hurry. Always too busy. Very well. If you ever want to go over your basics later, visit one of our barracks on the Isle. You'll always find a training partner to give you a friendly fight. I'll remember that, thanks. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Ну, что ж. On the contrary, I'm thrilled that both you and Sir de Cossillon are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes.
Так, ну ладно. Такой типа обучения. Он снова бегает. Так, ну вот. Ну, здесь. Что там здесь такое? Алхимичец. What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill... Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here. Take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. И вот я собрался, что называется, дорогу. Здесь надо немножко сделать паузу. Старая ржавая сабля. Есть еще рапира алхимика. Ну, пробивание брони чуть меньше, зато все остальное повыше. Оглушение, выработка ярости. Расход ярости на атаку. Стихийный урон. И 185 единиц физического урона. А у ржавой сабли только 140. Так что выберу пока что это. Так, А, Б. Ну, а здесь пускай будет это. Еще есть стандартный пистолет. Можно ружье, конечно. Ружье, кстати, меньше наносит урона, но лучше пробивает броню. Ну, это жалко, конечно, что у него здесь, у персонажа, то есть эти пистолеты, они здесь не торчат, и шпаги, вот, там, сабли. Тоже она вот не в нужных, а он ее куда-то убирает. Вот. Это вот мелочи, о которых я говорил. Но в целом, это, в принципе, не делает игру хуже. Вот такой вот камзол. У него, кстати, и броня повыше. И равновесие. На что влияет это равновесие, честно говоря, пока не знаю. Ну и качество, конечно, у камзола этого получше. Плюс еще вероятность получения трофеев плюс 25%.
Блин, я еще не выберу, что ли? Ну, одевай, одевай. Еще не выбирается, не хочет еще. Ну, также вот шляпу тоже. Интуиция +1, 24. Броня. Так, что тут еще у меня есть? Ожерелье, но у меня пока что одно. Перчатки. Есть старый добротные перчатки, есть перчатки ювелира. Ну, причем вот, опять же, все тут одежда меняется. То есть, что оденешь, что и будет на руках, на ногах тоже. Сапоги. Ну вот, я как-то вроде экипировался. Ну, плюс в этой игре, конечно, есть, так сказать, возможность создавать там свои там всякие защитные, там одежду, доспехи, плюс делать зелья. И вот, обратите внимание, вот как здесь все это выполнено, в общем-то. Ну, я бы сказал, достаточно на отличном уровне. То есть вот, создается впечатление, что это вот такой вот переулок. Очень реалистично выглядит. Есть всякий мусор, какие-то метелки стоят, ведра, тюки какие-то. Это портовый город, поэтому здесь бутылки, ящики всякие. Вот и порт стоит. Kurt, it's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Так. Что у нас тут? Курт, состав группы. Принять в группу. Это характеристики курта. Меч, конечно, у него знатный. Подозрительный. Здоровье 600. Угу. Выносливость. Навыки все виды холодного оружия. Зелье на нейсер. В начале боя пьет. И особый прием для любого оружия. Вот здесь можно ему тоже дать какое-нибудь снаряжение. Вот, саблю дать. Ну или эспадрон. У него эспадрон. У него пускай останется. Вот. Но если какой-то вдруг находится другое лучшее оружие, можно ему дать. Ну или доспехи. Ладно, принимаем фото в группу. Where would you like to begin? I've been asked to pay visits to the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it's certainly worthy of inspection. Ну чё, пойдем навестим этих. Где их искать? Ну, в принципе, можно нажать карту. Здесь посольство мостового агентства, посольство Телемы.
Курк за нами, за мной идет. Кем за нами? За мной. Нас пока что двое. Я думаю, что потом будет больше. Так. Это типа порох, что ли? Может, и порох. Ладно, спускаюсь по лестнице. Ну, крыска нам побежала. И здесь можно видеть, что здесь в городе эпидемия, ну что-то вроде чумы. Здесь это называется по-другому. Здесь она называется малихор, болезнь. Ну, это вот тоже вот то, что я говорил про аналоги, так сказать, событий в реальной истории, ну, как в Европе было какой-то, так сказать, момент, период эпидемии чумы. Это вот в данном случае эпидемия от этого малихора. Так, золотые монетки, зелье здоровья и стихийная ловушка. Тетка мне махает, но там она ничего такого не скажет вообще. И там ничего рядом с ней нет такого интересного. Поэтому на этот раз я не куплюсь на ее назывы. Вот чел уже лежит. Так. Мышка у меня немножечко, так сказать, подглючивает временами. Боль усиливается, кишки словно в узел стянуло. А работать в лавке становится все труднее. Иной раз по вечерам ног совсем не чувствую, они будто леденеют. Малихор уже многих забрал, а теперь пришел за мной. Сегодня мне даже не хватило сил перейти улицу и дойти до лавки. Да и кому нужны мои книги, если мы все равно все умрем? Постараюсь доползти до лазарета на задворках казарм и буду надеяться, что там смогут хоть как-то мне помочь. Ну, такая вот записка, ну, не знаю, походу дополз, не дополз человек этот. Может быть, это записка одного из этих. Все болеют, и по всему видно, что у города лекарства-то нету от этой болезни. Кажется, я вижу там двери, да? Ну, как можно видеть, город довольно большой. Вот, это еще не все, здесь вот все это. Так. Your Excellency. Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency.
I've come here to inform you of our departure for Tirfredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Так, спросить. Ну, диалоги такие здесь довольно скудные, но в принципе. Would you be so No, no, kind no. as to tell me what you know about the Bridge Alliance? With pleasure. A legate needs to know the history and strengths of his allies. The alliance was sealed by several nations of the Bridge around 200 years ago. The greatest of our cities, Al-Saad, became the capital, and a council formed from the different nations now rules. This union was originally put into place to better resist the appetites for conquering our neighbors. But our ancestors quickly realized that the union had also strengthened us economically and culturally. And of course, exchanges in knowledge were strongly encouraged from the outset. Today, it is by no means an overstatement to claim that the Bridge Alliance leads our world in science and exploration. Each day, we push the limits of our understanding further in each and every domain. Об отношениях с торговым сотрудничеством. Could you give me your understanding of the relations between the congregation and the Bridge? Our relations hang essentially on the quality of our trade and commerce. The exchanges are very profitable, especially on the cultural front. I will not hide from you that we have hoped you would join our number for quite some time. But your princes insist on maintaining a neutral stance between the congregation and the other nations on the continent. It is by all means a respectable position, even if it means you also trade with our enemies. Спросить о Тирфраде. Тирфраде — это остров, на который, собственно говоря, персонаж, за которого я играю, собирается отправиться. The Bridge Alliance has been on Tirfredi for much longer than we have. What can you tell me? It is true that we founded Hikmet, our newest city, around 15 years ago now. Alas, I haven't been able to go there myself. I can only tell you what others have reported to me. It is a luxurious island. An enormous dead volcano thrones in its center. The vegetation is extremely varied, and the fauna wondrous. We discovered animals that we had never ever seen before. Some are bigger than houses. But they're not the only occupants of the island. A savage and crude people also live there, who speak an incomprehensible language. But you shall discover all of this for yourself soon enough. Так. Об отношениях с Телемой теперь надо. And what of your war with Teleme? It has been dragging on. In fact, it has been dragging on for years. It is madness. If those bigots hadn't gotten it in their heads to convert the entire continent, we wouldn't be in this situation.
But that's the way of the world. We shall not waver, whether here or on Tiafredi. Have you been fighting battles there as well? From what I've been told, Teleme has wisely and tastefully built their colony far from our city. Direct conflicts are in fact quite rare. But one day they will inevitably take place. Ну вот, здесь поговорили. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Да, здесь у них еще идет какая-то вражда, конфликты между сотрудничеством этим торговым и мостовым альянсом. Плюс еще религиозные всякие споры. Так, теперь надо пойти поговорить с сотрудничеством. А нет, не сотрудничеством, с Телемой. Послу Телемы. Вот какие-то религиозные фанатики. Здесь их сжигают все, чтобы от больных зараза не распространялась. Сжигают вещи, одежды. Не знаю, больных, наверное, тоже. И тоже такие вот помещения тоже вот выполнены, тоже, так сказать, в соответствующем стиле. Весьма неплохо. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tiafredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it, and perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Спросить о Телеме. Could you tell me anything about Teleme? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet, and give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Teleme are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders.
The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. Об отношениях содружества. What's your point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Thélème, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle gave to our missionaries. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest, we have only two complaints. That heresy is tolerated, and that your treaties with the Bridge Alliance are maintained. Ну вот. О положении Телемы на Тирфаде. How is Thélème faring on Tirfredi? We built a marvelous city, San Mateus, on the western coast of the island. Did you know that certain historians believe that it might well have been the final resting place of our prophet? Our missionaries there are a multitude. Not a day passes without new islanders joining our sacred faith. Of course, there are certain pockets of resistance. There is talk of a demonic cult, disgusting creatures. But I am confident that the Ordo Luminous will be able to put an end to these horrors. And we have tremendous hopes that the entire native population will join our ranks. И об отношениях с мостовым альянсом. Хотя How это goes the ясно. conflict with the Bridge Alliance? Your territory is, alas, the only one that has been spared from the ravages of war on the continent. We fight on every front. Without great success, one must say. But what other choice do we have? These so-called savants not only refuse the light, but are determined in their fight against it. And on Tirfredi? To my knowledge, no one has yet seen any serious fighting. The Bridge have succeeded in provoking the natives there, and have their hands full keeping them at bay. Which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of conversion. Ну вот. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, Desade. Ну, то есть здесь таким образом, насколько я понимаю, 3 фракции, Содружество, торговое, да, потом Мостовой альянс и это вот религиозное государство Телема. Кстати, вот кардинал похож на Ришелье из 3 мушкетеров. Наших советских, то что постановка. Вот. Ну и сразу вспоминаем тот флаг, что ли, который вот я, на который я обращал внимание в начале игры, который был похож на французский. И здесь вот кардинал Ришелье сидит. Вот. Ну, здесь такой вот дама такая стоит, солдат. У него уже желто-красный этот жилет. Не знаю, как это называется по науке. Вот лестница такая, то есть такой вот особняк. Все выполнено на уровне, в общем-то. Ну что же. На этом, я думаю, я это видео закончу. Так что оставляйте свои комментарии. Пишите свои отзывы, что вам понравилось, что не понравилось.
ставьте нравки, если вам видео понравилось, либо ставьте обратно, если не понравилось видео. Вот. Ну и до встречи в следующем видео. Вот. Всем удачи, всем пока.